Гюрза – гигантская гадюка, пожирательница крыс. Коварнейшая из змей атакует внезапно и не предупреждает о броске. Гюрза – змея из рода гигантских гадюк, одна из коварнейших и опаснейших ядовитых змей мира. По токсичности, скорости действия и степени опасности ее яд уступает лишь яду кобры. К тому же это еще и самая крупная из гадюк не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Длина ее тела может достигать 2 метров. При этом вес ужасной рептилии составляет около 3 килограмм. Слово «гюрза» пришло к нам от персов, издревле говоривших об этой змее со страхом, трепетом и суеверным ужасом. Название ее в переводе означает «железная палица», «булава», «дубина». И все благодаря разящему, стремительному ее броску, сравнимому даже не с укусом, с ударом огромной палки. Гюрза действительно буквально бьет зубами, в доли секунды выделяя смертоносный яд. Устройство ее ядовитого аппарата совершенно идеально. Ее страшные зубы во рту удобно укладываются остриями назад к небу. Потому ядовитые клыки могут достигать огромной длины – до 2 сантиметров. За широкое распространение в странах Восточного Средиземноморья гюрзу именуют еще ливанской гадюкой. На территории России водятся такие змеи на юге страны, в Дагестане, образуя там лишь изолированные популяции. Встречаются они на склонах гор, среди редколесий и кустарников, в ущельях поблизости от родников и ручьев. От их нападений страдают люди, домашний скот, сторожевые псы. Нередко селятся гюрзы и на окраинах крупных городов, где для них существует множество укрытий и неисчерпаемый источник питания в виде живущих там крыс и домовых мышей. При этом человека дерзкие рептилии совсем не опасаются. Иногда, когда их становится слишком много, даже совершают нашествие на населенные пункты. И тогда гюрзы обнаруживаются в самых неожиданных местах, даже под капотами машин. Главное о богатстве рациона этих хищных рептилий узнается при вскрытии их желудков. Помимо мышей и крыс, в дикой природе в основном они питаются насекомыми, грызунами, другими некрупными животными, полевками, песчанками, хомяками, тушканчиками, зайчатами, ящерицами. Среди жертв попадаются и весьма неудобные для потребления, к примеру, черепахи, ежи, детеныши дикобраза, ядовитые фаланги. С большой ловкостью передвигаясь по веткам деревьев и кустарников, такие рептилии залезают в гнезда птиц, где тоже находят чем поживиться. Гюрза – великолепная и удачливая охотница. Спрятавшись где-нибудь на дереве или притаившись на земле, она сначала с большим терпением поджидает свою жертву. Когда же та неосторожно приближается, змея устремляется к ней молниеносным броском. И от хватки гюрзы несчастной добычи уже невозможно освободиться. Затем рептилия попросту заглатывает свою жертву целиком. После чего на некоторое время с удовлетворением успокаивается, найдя укромное место и подставив свое брюхо солнечным лучам, чтобы все как следует переварить. Но это ненадолго. Аппетит у гюрзы просто отменный. Не успеет еще в змеиной утробе исчезнуть одна жертва, наша гадюка уже затаивается, чтобы караулить следующую. В удачной охоте гюрзе помогает искусный природный камуфляж. Тело ее обтянуто кожей, покрытой роговыми чешуйками. Оттенок их может быть различным – черным, серо-коричневым, иногда с фиолетовым и синеватым отливом, но все под цвет ландшафта. Редко, но встречаются красно-бурые и песчаные особи, а также цвета ультрамарин. Узнать гюрзу можно по ряду темно-бурых пятен вдоль спины и более мелкому пятнистому узору по бокам и на животе. Брюхо рептилий заметно светлее спины. Голова чаще однотонная, покрытая ребристой чешуей. В отличие от большинства гадюк, такие змеи не имеют темного узора на спине в виде зигзага.
Яд гюрзы печально славится своим гемолитическим действием. То есть, попадая в кровь, его токсичные вещества таким образом воздействуют на красные кровяные тельца, что они расширяются, их мембраны лопаются, отчего клетки крови жертвы буквально взрываются и теряют свой гемоглобин. Потому-то гюрза и считается одной из опаснейших гадюк для животных и человека на нашей планете. При ее укусе в организм жертвы попадает около 50 мг яда. И без своевременной, умелой и быстрой помощи гибель пострадавших неизбежна. Кроме того, потому даже опытные змееловы становятся жертвами гюрзы. Но даже попадаясь ловцам, такие змеи, используя свое мускулистое мощное тело, изо всех сил пытаются вывернуться. А потому в руке удержать подобное существо не так-то просто. Даже будучи в безвыходном положении, змея совершает резкие и сильные рывки. И в том случае, если ей не удается освободить голову и открыть рот, она умудряется в ярости укусить своими длинными ядовитыми клыками за пальцы обидчика, пронзив собственную нижнюю челюсть. Гюрзы очень свободолюбивые и гордые существа. Потому заточение в неволе в террариуме их буквально приводит в бешенство. В ярости они бросаются на стены тюрьмы и в буквальном смысле разбивают себе о них головы. В отличие от большинства гадюк, размножаются гюрзы, откладывая яйца. Спаривание у них происходит с апреля по начало июня. Все зависит от местности и климата. Одним из элементов брачного ритуала является очень красивый танец, во время которого пара змей вертикально поднимают над землей свои тела, покачиваясь и сплетаясь. Через 1,5 месяца после соития самка откладывает белые в кожистой оболочке яйца в количестве от 8 до 43 штук с уже заметным развитым зародышем внутри. По истечении 25-50 суток из них появляются змееныши. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и пишите свои впечатления в комментариях. Всем спасибо за внимание, всем пока!